Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня показать вам, как можно сделать вот такое вот сердечко. Из этих сердечек можно сделать все, что угодно. Можно сплести браслет, можно сделать просто вот такое вот украшение, можно сделать колечко, причем в самой разной конфигурации. Можно сердечки соединить вот так, можно рядышком, можно с заходом один и другой, то есть вариантов может быть очень-очень много. Причем сердечки эти можно плести хоть из бисера, хоть из кристаллов. Можно делать вот такие вот симметричные, а можно при желании делать и вот такие вот несимметричные. Вот еще я пробовала сделать вот такое вот колечко. И также можно плести эти сердечки с разным количеством бисерин. Будут они отличаться по размеру. И опять-таки, смотря какой вставите сюда кристалл, так и будет сердечко то ли вот такое более размазанное, то ли более вертикальное. Сердечко это плетется, ну просто очень-очень просто и очень-очень быстро. И если вы захотите, то вы с легкостью справитесь с таким плетением. Вот эти сердечки я плела на леске, может быть, поэтому получилось немножко такое, видите, жестковатое. Но, в принципе, для браслета это не так и плохо. Если вы захотите плести цепочку, в принципе, можно из таких сердечек набрать и цепочку. Вариаций украшений может быть очень много. Можно сердечки присоединять не одно к другому, а через какой-нибудь кристалл или бусинку. Я вам покажу, как сплести само сердечко и как я соединяла вот здесь. И как я соединяла вот здесь. Тут немножко отличается. На сердечках я использовала вот такой вот золотой бисер 18184. Вот здесь в этих сердечках кристаллы 3×4. В колечке я использовала вот такие вот маленькие кристаллы. Ну, я их покупала как 2×3, но я их померила, они здесь выходят 2×1,5. Есть у меня такие вот черные и золотые. Принцип плетения сердечка я вам покажу на бисере номер 8. Так будет лучше видно. И возьму кристалл 4×6. Но мы с вами поэкспериментируем. Так как мы сплетем несколько сердечек, мы попробуем вставить разные серединки. Вот эти сердечки я плела на 20 бисеринах. То есть нам нужно набрать 20 бисерин. Ну вот смотрите, друзья, я набрала 20 бисерин, но это в случае, если сердечко будет вот такого вот размера. В принципе, можно набирать любое количество, можно набирать и 26, и 30. Главное, чтобы число было четное. Ну и эти надо нам бисерины взять в колечко. То есть мы с обратной стороны заходим и проходим по всем бисеринам. Смотрите, здесь у меня отверстие позволяет, то я завяжу узелочек. Когда я плела вот это колечко, вот в этих кристаллах такое маленькое отверстие, что мне пришлось вот этот вот хвост не завязывать, а постоянно его держать в руке, чтобы колечко не растягивалось. И только уже после окончания завязать узелок. Ну, а если у вас такие вот отверстия, смотрите, крупные, то, в принципе, можно пройти полный круг. Подтянуть и завязать два кончика между собой. Вот так. И теперь мы проходим вперед, ну, на какое-то количество бисерин, где мы будем делать серединочки. Вот я прохожу отсюда, допустим, на 5 бисерин.
лучше, чтобы этот узелочек не был ни в начале, ни в конце. Где-нибудь вот здесь посерединке пускай остается. Вот так. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем одну бисерину. И вот у нас ниточка из одной бисерины выходит. Мы просто в соседнюю заходим. Вот так. И проходим вперед на 10 бисерин. Так как у нас было 20, проходим вперед на 10. Вот мы берем еще одну бисерину. И точно так же заходим в соседнюю и проходим вперед. Вот дошли до той верхушечки, которую мы с вами набрали. Заходим в нее. Заходим. Теперь берем кристалл. И смотрите, вот у нас ниточка выходит сюда. Я захожу на противоположной стороне. Вот наша, смотрите, получился наш треугольничек. Вот сюда. По одной стороне. Я делала и наискосок нитку. То есть крепила кристалл и наискосок. Но, в принципе, значения никакого не имеет. Сердечки выглядят одинаково. Но когда крепишь наискосок, труднее сделать натяжку нити. И вот смотрите, сюда я зашла. И вот ниточка моя выходит вот сюда. Я просто, обминая наш уголочек, захожу вот в соседнюю бисерину. И вот так вот выхожу. А теперь самое сложное, что в этом есть. Вот так берем, наклоняем наш уголочек. Подтягиваем. У нас, видите, с вами сформировалось сердечко. И мы теперь вот этой ниточкой должны... Но тут самое главное не распускать, чтобы сердечко не расхлябывалось. Потому что если вы сейчас отпустите, то будет потом трудно натянуть. То есть подтянули, пальчиком прижали и заходим назад в кристалл. И смотрите, мы с вами выходили вот с этой стороны. То мы теперь заходим в эту серединочку с обратной стороны. Вот так. Подтягиваем и смотрите, сердечко готово. Видите, если вы сразу хорошо не натянете, то у вас будет вот здесь очень сильно заметна нитка. То есть, если у вас не очень получилось ее сразу подтянуть, то, может быть, можно сделать будет и вот так. Подтянули и подтянули. И смотрите, как я соединяла вот эти два сердечка. То есть я проходила вперед на... Вот ниточка у меня выходит отсюда. Я прямо по плетению проходила на 5 бисерин вперед. Раз, два, три, четыре, пять. То есть на самое выпуклое место у сердечка. Набирала одну бисерину. И вот смотрите, ниточка выходит в одну сторону, а я с обратной стороны захожу в эту же бисерину. И захожу теперь опять в бисерину, которую только что набрала. Вот так. И теперь у нас одна бисерина есть. Я набираю 19 бисерин. Вот смотрите, я набрала 19 бисерин. И вместе с той, которую мы с вами набрали, их уже сейчас 20. Подтягиваю и смотрим, откуда выходит моя ниточка. Вот так, смотрите, пошло вверх.
Поэтому я вот сюда снизу захожу и прохожу вперед на 4 бисерины. То есть вышла из той, которую мы крепили, и прошла вперед еще на 4. Вот здесь у нас будет вот эта серединка. Если вы хотите, чтобы было потуже, то вы можете пройтись полный круг и выйти вот здесь. Но если вы будете плести много элементов, то это будет, конечно, очень утомительно. И опять точно так же я набираю одну бисерину и прохожу вперед на 10 бисерин. Вот так. Хорошенечко подтягиваем каждый раз. У нас должна вот эта серединочка быть выпуклой. И опять набираем мы одну бисерину и проходим вперед. И проходим вперед до вот этого выпуклого места. Ну, давайте мы ставим кристалл сейчас 6 на 8. Посмотрим, какое будет сердечко. И я хотела вам показать, если вы захотите, чтобы ваше сердечко одно смотрело сюда, а другое в обратную сторону, то вам можно делать сразу, смотрите, выходим из бисерины, которая стоит рядом с верхушечкой. Одеваем кристалл, заходим в серединку. Заходим опять в кристалл. Теперь создаем сердечко. И заходим в бисерину. У нас выходила с этой стороны, то есть заходим теперь вот сюда, соседнюю. Если хотите, то вы можете проходить вперед и через острый конец. Но я проходила всегда сразу вот так, то есть не заходя в острый конец. Тогда эта серединка, она более обозначимая получается. Ну вот смотрите, так визуально, как будто бы сердечки друг от друга не очень отличаются. Хоть мы и ставили разные кристаллы. Если вы будете плести сердечко-кулон, то есть не цепочку, а просто кулончик, то вы лучше всего вот этой ниточкой пройдите парочку раз. Тогда все вот эти вот бисерины встанут на место и будут стоять очень ровненько и красиво. Ну а теперь давайте я вам покажу, как сделать так, чтобы сердечко было сверху. Здесь я приплетала второе сердечко между второй и третьей бисериной, вот здесь. И смотрите, я набираю сразу 3 бисерины. Подтягиваю к сердечку и прохожу в эти 3 бисерины с обратной стороны. Таким образом можно плести сердечки с самого начала, то есть плести вот и таким образом можно. То есть мы с вами сразу, смотрите, сформировали вот этот вот элемент. И вот у нас, видите, как получается, вот наше основание. Хорошенечко подтянули этот треугольничек. Заходим опять в бисеринку основания. И проходим немножко вперед. Потому что если мы сразу начнем плести, то у нас вот это вот сердечко, оно будет болтаться. Нам надо его прикрепить и с этой стороны. Поэтому мы заходим вот сюда в бисерину основания. Проходим немножечко вперед до серединки нашего сердечка. Вот смотрите, раз, и наш треугольничек встал. Теперь нам надо назад попасть в наш треугольничек. Поэтому мы вот здесь можем подойти под бисерину
под ниточку и завязать узелочек. Вот так. Его не будет заметно, но мы можем развернуться и пойти в обратном направлении. Для верности можно завязать еще один узелочек и постараться пройти так, чтобы иголка прошла между нитками. У нас там же несколько ниток. Вот так. Теперь мы разворачиваемся и идем назад в наш треугольничек. И вот я выхожу, смотрите, вот в этом месте получается. Давайте сделаем сердечко чуть-чуть меньше. Я наберу, 2 бисерины у нас уже есть, я наберу еще 16. Вот я набрала 16 бисерин, так как 2 у нас уже есть, и наше сердечко будет чуть-чуть меньше. Ну и теперь я захожу вот так. Можно проходить через бисерину основания, можно проходить сразу вот сюда. И теперь нам надо с вами сформировать вот здесь вот эту вот бисерину. То есть мы проходим вперед на 8 бисерин еще. Вот так. Одеваем одну бисеринку и вот так по ходу плетения идем вперед. Ну, а дальше делаем так, как мы делали до сих пор. То есть, если у нас выходит нитка из этой бисерины, мы с вами заходим вот сюда. То есть, наша нитка должна выходить внутрь сердечка. Вот так. Ну, давайте возьмем кристалл 3 на 4 и посмотрим, что у нас получится с таким кристаллом. Одели кристалл, зашли в центральную бисерину. Зашли опять в кристалл. И формируем сердечко. Сердечко сформировали и смотрим, откуда нитка выходила. Нитка выходила отсюда. Значит, мы заходим вот сюда. Да, вот смотрите, у меня нитка порвалась. Нужно брать нитки очень прочные. Почему я плела леской? Потому что леска практически не рвется. Нить у меня несколько раз рвалась, но и мононить тоже оставляет желать лучшего. Ну, принцип я вам показала. Смотрите, мы заходим вот сюда и потом уже где-нибудь прикрепляем нашу ниточку. Ну вот, друзья мои, в принципе, все понятно, я надеюсь. Желаю вам рукодельте с удовольствием. Пусть ваши изделия получаются прекрасными и красивыми. На этом всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания.